Это было очень давно. Сторожевые воины принесли тревожную весть. К крепости Бургут-Кала приближается враг. Жители окрестных кишлаков собирались в крепости. Они готовились отбить нападение. Мужчинам раздавали оружие, боевые луки, палицы, стрелы. Каждый пастух превратился в воина. Слушайте, люди! Мудрейший Гуль-Малик идет к вам! Мудрейший Гуль-Малик идет к вам! А кто ведет кочевников? По-моему, Конград-Би, госпожа. Любимец Чингисхана, который вместе с ним завоевывал Китай и Хорезм. Конград? Он еще весной, госпожа, опустошил всю Фергану. Кто же мог подумать, что он нападет на нас? Конград-Би. Из всех тигров самый свирепый. Там, где прошли его воины, земля покрывается пеплом. Я думаю, что враг пройдет стороной. Кунграда манит Хорезм. Что ему делать в нашей горной, бедной стране? Может быть, он проведал о нашем источнике? Откуда, госпожа? Ведь о нем знаем только мы. Двое. Убайдула надеется, что войско Конград-Би минует наше ущелье. А если он нападет? Эльмурат? Разобьем. Бич Божий обломает здесь свои когти. Ты думаешь, мы сможем разбить Конград-Би? Сразу разбить трудно. Но истощить его силы мы сумеем. Кочевники не любят гор. А мы готовы сидеть в осаде хоть 10 лун. И даже больше. У нас есть хлеб, вода, люди. Если не хватит оружия, есть металл. У нас есть меч Дауда. В нем заключена сила всех сил. Если ты удостоишь меня чести, доверишь священный меч Дауда и благословишь перед народом, я утоплю в крови войско врага и изгоню захватчиков со святой земли наших предков. Люди! Сила меча Дауда умножает силу воина, владеющего им. Одним ударом он уничтожит тысячи врагов. Я опоясываю тебя мечом святого Дауда, всепобеждающим и разящим. Пусть этот меч в твоих руках уничтожит всех врагов. Вот так я представляю себе события, происходившие тогда в крепости. Осторожнее, Дамир. Дамир Ага, что вы делаете? Вы же можете его уронить. Здравствуйте, Нина Сергеевна. Здравствуйте, Алия. Я опять к вам. Здравствуйте. Ну, иди. Скажите, пожалуйста, Каримов здесь? Да. Не в экспедиции? Нет. Прекрасно. Дамир, на этот раз мы с тобой не сдадимся. До свидания. До свидания. Батырджан! Ну, теперь держитесь. Что, ревизия пришла? Еще хуже. Одна знакомая археолог. Бородина? А, это та самая одержимая, которая в прошлый раз притащила полутонную мраморную плиту.
Это одна из первых геологов Туркестана, студентка из Петрограда, комсомолка Вера Соколова. Основательница нашего института. Она сейчас на пенсии? Нет, Ирочка. В 25-м году Соколова не вернулась из экспедиции. Она погибла? Никто этого не знает. Время тогда было тревожное, особенно в верховьях Заравшана. Соколова работала почти одна. Вот как? Да, она с нетерпением ждет вас. Прошу, пожалуйста. Мы знаем только, что последнее время Соколова работала в районе Бургут-Кала. Что с ней случилось потом, неизвестно. Так это там, где мы сейчас работаем? Да-да, там есть очень опасные места. Древние тропы давно разрушились, а главное, сухие лавины, осыпи. Здравствуйте, Нина Сергеевна. Здравствуйте, товарищ Каримов. Ну вот и я. Через год, как обещала. И теперь уже настоящим штурмом на вас и на весь ваш институт. Мы привезли вам теперь не легенды, а факты. Неопровержимые доказательства. Крепость Бургут-Кала защищалась от монголов долго и упорно. Кончились стрелы, метательные копья. Защитники крепости изготовляли новые. Они сплавляли медь с оловом, но меди становилось все меньше. Наконечники стрел стали мягкими и перестали пробивать даже самые легкие панцири. Из-за этого крепость пала. Не думаю. Насколько удалось воспроизвести историю осады, войско Кунград-Бея ворвалось в крепость внезапно. Мне кажется, их кто-то предал. А вы уверены, что правильно прочитали раскопки? Но почему вы сразу начинаете искать предателя? Всюду подозревать предательство – нехорошая привычка. Это уже не модно. Что вы, Саид Саидович? Мало ли было в истории предательства и предателей? Гораздо меньше, чем мы подозреваем, Батыржан. Гораздо меньше. Ваше прекраснодушие просто удивляет меня. Минутку, товарищи. Но где же древние брали олово? Олово было в самой крепости. Крепость большая? Совсем пятачок. Тогда я ничего не понимаю. А где же там мог быть оловянный рудник? Пещера. Да, пещера. Пещера Каниюта? Но в пещере только известняк. Так с глубиной геологические слои могут меняться. Нужно тщательно искать. Нет. Оснований для поисков еще маловато. По-вашему, маловато. Ну, знаете, Илдар Закирович, в прошлом году я согласна, у нас были только гипотезы. Но теперь мы вам привезли все, факты налицо. Да я убеждена, древний рудник существует в пещере Каниют. Да-да, только там. Пещера имеет глубины, ходы, которые никто никогда не исследовал. Мы должны продолжать дело, начатое Верой Соколовой в самые трудные годы.
Прошу дать мне возможность принять участие в экспедиции в районе Бургут-Кала. Отец поставил мне 3 условия. Целых 3? Какие? Смешно, как маленькому. Каждый день чистить зубы. Нелегкая штука. Для меня, да. Каждое утро, когда я умываюсь, мне в голову лезет всякая чушь. Про математику, физику. Но дома суют пасту, щетку. Напоминают. А в экспедиции... Должен сам брать. Смотри, какая скала. Словно голова в шлеме времен Александра Македонского. Александра Македонского? Ага. Совсем не похоже. А второе условие, наверное, еще сложнее. Чтобы я был вежливым. Знаешь, с кем? С дочкой Бородиной. Я постараюсь, хотя не терплю девчонок. Я тоже. Особенно Алию. Что, неправда? У доктора Каримова сын с очень длинным носом. Да ладно тебе, Дамир. А 3-е условие самое трудное. Ну? Чтобы я один не ходил в загадочную пещеру. Представляешь, чтобы я не ходил. Я буду сидеть и пускать слюнки у входа. Когда там столько тайн. Спелеолог. Нельзя одному. Вон, видишь? Помнишь, Шавкат, я тебе рассказывал об одном парнишке? Вот это он и есть. Тот самый Гулям. Эй! Едут! Едут! Давай слезай оттуда! Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как доехали? Спасибо, спасибо. Мы доберемся до крепости, пока не стемнеет. Дорогу завалило. Придется идти пешком. Трудно, конечно, но постараемся прийти до темноты. Ну вот, друзья мои, и романтика начинается. Мне Дамир Ака о тебе много рассказывал. Всю дорогу, пока мы ехали. Смотри. Орел. Отец, смотри, орел. Козленка увидел. Сейчас схватит. Зачем он его? Молодец. Козленка спас. Метко стреляете. Какой вы жестокий человек. Убить живое существо. Я бы не смог. Я и ружье-то в руках никогда не держал. Ни разу в жизни. А, кстати, ваш отец был военный? Да, и мой дед тоже. Я потомственный кочевник. Человек не может стоять на месте. Не забудьте, что человеческое счастье в постоянном движении, в поиске. Всегда это помните. Поэтому я и учусь на геолога. Вам, молодежи, хорошо. Все в ваших руках. Вы можете работать и учиться там, где хотите. Наше поколение, конечно, тоже очень многое видело, но у нас все шло по-другому. Мы не могли себе позволить выбирать работу. Мы шли туда, куда нас посылали. Если бы в наше время были ваши возможности. Ну что вы говорите, Саид Саидович?
Настоящая романтика была в ваше время. Вот, например, Соколова. Она разве работала так, как мы работаем? Говорят, бродила она по горным тропам одна. И был у нее только хлеб, да геологический молоток. И вам тоже хотелось бы так. Если откровенно, да. Алия по-своему права. Человеческий характер проявляется тогда, когда приходится преодолевать трудности. Соколова. Очень жалею, что не встретился с ней. А ведь в те годы мне тоже приходилось бывать в этих местах. Алия, я не согласен с вами. В наше время жить в холодных бараках, голодать, это просто плохая организация, а не романтика. С такой романтикой надо бороться. Она слишком дорого нам обходится. Вон, видите? Это и есть та самая Бургут-Кала. Слышал? Бургут-Кала. Уже Побежали. близко. Скоро дойдем. Шавкат, давным-давно, вот так же, как и мы, смотрел на Бургут-Кала. Знаешь кто? Полководец кочевников Кунграт-Бий. Высоко же прячут эти муравьи свои сокровища. Глупый Гуль-Малик думает, мы не знаем. Они, как пугливые птицы, построили свое гнездо на самой вершине. Ничего, я проникну лучом света в ее темный дворец. От всех ее муравьев останется только немного кислоты на зубах моих воинов. И с этими словами Кунграт-Бий пошел в наступление на крепость. Началась большая битва. А, это все легенды. Никакой битвы не было. Кругом же горы и камни. А что будем делать завтра? Старшие идут в пещеру. А мы... Давайте пойдем в крепость. Одни? Нет. Сыщика наймем. Шерлок Холмса. А ты что, читал рассказы Конан Дойля? Да. А что? Читал? Ну что, если читал? Ты мне нравишься. А ты мне нет. Почему? У нас в горах любят скромных. Ребята, не надо, нехорошо. Штурмовали крепость десятки раз, оставили много сотен убитых здесь, в горном тупике. И все это ради чего? Ну, а оловянный рудник не мог быть для кочевников приманкой? Ни в коем случае. Добывать они не любили. Грабили, что было, остальное жгли, разрушали. Саид Саидович. Идем. А, уважаемые гости! Мы не гости, мы надолго. Внушительные руины. Никогда не думал, что в наших горах были такие замки. Здесь мы нашли много интересного. Вон та лестница вела в башню. В башне 12 комнат. Я убежден, что там в скале есть еще тайники. Все это дьявольски интересно. А где же вход в пещеру Каниюта? Дальше. А ты сам ходил в пещеру? Внутри не был. Дед мне не позволяет. Можно заблудиться. Ну и кроме того... Что кроме того? А то, что в пещере слышали женские крики. Есть легенда, что Гуль-Малик спряталась там от врагов. И до сих пор там вопит. Вот чепуха. Но темные люди верят. Ира, конечно, девочка, а ты-то? Начитался приключений и боишься. Я ничего не боюсь.
Кричат там летучие мыши. Осторожнее. Что? Здесь глубоко? Метров 90. Вход один. Но я уверен, что есть и другие. Отсюда к пещере жители крепости могли попасть через дворец. А сейчас мы пробили тропу вниз и наверх. Да, занятная картина. Сплошной базальт. Саид Саидович, что с вами? Да так, Дамир, задумался. Просто... Здравствуйте, отец! Познакомьтесь, Саид Саидович. Это наш проводник Мансур Ата. Здравствуйте. Я очень рад. Вы знакомы? А? Нет, вот только познакомились. Я очень устал, Дамир. Может, вернемся? А вот и сигнал к ужину. Очень хорошо. А вот и мой дед пришел. Вон, с палкой. Дед хорошо знает пещеру. Много знает. Только ничего не говорит. А, Батыржан. Как спалось? Не мог уснуть на новом месте. Всю ночь ворочался. Вы же видите, Бородина иногда чересчур увлекается. Конечно, не исключено, что мы там что-нибудь найдем. Но ведь она-то утверждает, что там и сокровища древних, и всякие полезные ископаемые. Это же сплошная фантазия. Возможно, кое-что действительно фантазия. Но меч-то она нашла. Это факт. Еще в Эрмитаже выяснит, что это за меч. А по-моему, здесь можно найти еще очень многое. Ну, скажем, украшения, даже золотые сосуды. Золотые сосуды. Что же это Чингисхан оставил нам наследство? Значит, сегодня ломаем стенку. А как же? Работать надо по плану. Ира! Иди сюда! Ира! Ребята! Где вы? Ира! Мы здесь! Иди сюда! Иди скорее сюда! Мальчики, что это такое? Великая Гуль-Малик, мы, вожди твоих воинов, сегодня отбили 2 штурма кочевников. Меч Дауда отрубил 100 голов. Царица, он чуть-чуть преувеличил. Не 100, а 2. Вот. Вам на завтрак.
Да. Сколько лет прошло. Пролетела целая жизнь. Рад, что ты не погиб. Зачем? Зачем ты хотел тогда убить меня? Я ошибся, Мансур Ака. Всякое бывает в жизни. Мне с тобой поговорить надо. Слышал, что все твои сыновья живут хорошо. У тебя уже и внуков много. Я бы не хотел, чтобы они узнали. Понимаешь? Я как был Мансур, Мансуром и остался. А ты! Не суди поспешно. Я все объясню. Сегодня вечером приходи туда. В глубину. К озеру Духов. Нет, я не пойду к озеру. Я давно туда забыл дорогу. Ты знаешь отметки. Придешь. Вспомни, кто я и кто ты. Это навсегда, до самой смерти. Саид Саидович, где пропадали? Да я там прогуливался. Ну что, все готово? Готово, нас ждут. Очень хорошо. Саид Саидович. Да? Где вы научились так свистеть? Что? Ну, вы свистели. У меня так не получается. Да свистел просто так, от хорошего настроения. А мне как-то мой дедушка говорил, что это совсем особенный свист. Он был в 20-х годах командиром бригады красных коммунаров. Его звали Адилом Усатым. Может, знаете? Адил Усатый? Комбриг Адил Усатый? Да. Я много раз слышал о нем. Саид Саидович, идите сюда! А где же проводник? Мансур Ата? А он в пещеру не ходит. Нанялся только с таким условием. Суеверие? Наверное. А что, у пещеры дурная слава? А, ерунда. Будьте осторожны, Батыржан. Ничего. Почему мы не пошли по той тропе? Нельзя, там ходить опасно. Да, чуть ступишь, обвал. Давайте руку. Спасибо. Осторожно. Ого, ничего себе. Здесь был дворец. Там стоял трон Гуль-Малик. Дальше дороги нет. Эх, не взяли мы фонаря. Ничего, и так все видно. А потайные ходы? А в полу? Думаете, нет подземелья? Слышите? Пусто. Не выдумывай. Здесь везде такой звук. Резонанс. Ну что ты, Гулям найдет подземелье, гробницу, даже мумию узбекского фараона в золотом саркофаге. Не мешай ему. Шавкат, знаешь, мне рассказывал дед, там стоял трон. Вокруг него были разбросаны тигровые шкуры. А на троне сидела царица Гуль-Малик. На голове ее сверкала золотая корона. А вон в той нише
стоял Убайдулла. Он ненавидел Гуль-Малик. Когда в зале никого не было, он жадными руками хватал корону. О, если бы золото могло заменить нам медь. Какое несчастье, что этот металл так мягок. Да, Гуль-Малик. Да, царица. Он только привлек сюда захватчиков. Металл купцов и разбойников. Какая луна осады началась сегодня? 9-я, могучий, 9-я. 9-я. Мои воины скоро будут варить на обед собственных коней. Что делать? Скажи, китаец. Снова посеять головы лучших воинов или вернуться обратно и бросить эту проклятую крепость? Не трогайте! Может быть, стрела отравлена? О, могучий, на этой стреле нет невидимой смерти. Но есть какое-то известие. Ты можешь прочесть? Старейшины, наши силы на исходе. Что вы посоветуете? Царица, они скоро уйдут. Ты давно это предсказывал. Я надеялся, молил Аллаха, но звезды дали ясный ответ только вчера. Не пройдет и 3 дней, как бич Божий покинет твои владения. Я все разобрал, слушай. Несравненный, славный, непобедимый брат и меч Джихангира, луноподобный Кунград, если ты сделаешь меня владыкой этой страны, своим верным рабом, я открою тебе потайной ход в крепость и выдам тайну ее сокровищ. Все? Нет, согласись, и тогда сегодня ночью дай знак. У своего шатра 3 больших костра. Угу.
не знал о его предательстве. По-моему, здесь был ход, который заложили недавно. Лет 30-40 тому назад. Не совсем ясно для чего. Возможно, кому-то понадобилось. В самом деле, похоже, что здесь какая-то тайна. Верно. Я так думаю. Неужели все-таки есть тайна? А вы еще сомневаетесь? Да бросьте вы! Все это чепуха, товарищ. Принесла фонарь? Хороший? Хороший. Никто не знает, что мы здесь. В лагере, кроме поварихи, никого нет. Ребята, этот ход сначала надо было показать старшим. Кому? Мамочке. Ну, хотя бы Дамиру. Ну и ползи тогда обратно. Обойдемся без тебя. Скажите, какой диктатор? Так не идешь с нами? Иду. Хорошо, за мной. Ай! Осторожно, тут глубоко. Не ушибся. Батрака, смотрите. Гильзы. Здесь стреляли не из луков. Новая тайна. Чего испугалась? Эх ты. Человеческий череп. Подумаешь? Это щит какого-нибудь военачальника. Который погиб в сражении. Нет, я же вам рассказывал. Здесь никакого сражения не могло быть. Кумград-Би проник в крепость через ход, указанный ему предателем Убайдуллой. И когда кочевники заняли крепость, Гуль-Малик, не желая сдаться им живой, вонзила себе в грудь сабли стражников. Там внизу, в пещере, я покажу тебе, есть источник сокровищ несметных. Обещание выполнишь, все будет твоим. Предатель! И ты еще хотел быть правителем этой страны? Что ты делаешь? Это же я, Убайдулла! Я же писал тебе. Я открыл тебе путь, привел тебя в крепость. Выслушай меня. Пощади! 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 Ты, предавший свою хозяйку, предашь и хозяина.
Дед рассказывал, как кочевники разрушили крепость и угнали народ. С тех пор сюда никто не приходил. Здорово. Значит, мы первые. Пошли. Как в сказке. Направо пойдешь, судьбу найдешь. Прямо пойдешь, счастье найдешь. А если налево пойдешь? Мы пойдем прямо, здесь опасно. Дамир, завязывай веревку, а ты, Алия, каждый поворот отмечай мелом. Сегодня еще метров 100 пройдем, и довольно. Видите, здесь кончилось подземелье. Это уже пещера. Пошли еще немного. Нет, идемте обратно, а то нас, наверное, ищут. А мы не заблудимся? Не бойся. Свернули 2 раза направо, 1 налево. Наоборот, 2 раза налево и 1 раз направо. Видишь, я загибал пальцы. Когда не хватит на руках, можешь загибать на левой ноге. Ребята, смотрите, какая большая пещера. Вот это открытие, братцы! Ура! Безусловно, пещера заслуживает внимания. Ее необходимо тщательно исследовать. Я считаю, судя по многим признакам, здесь должно быть золото. Вот тена. Искали олово, нашли золото. Говорите, интересная пещера. Да, она может служить музеем для школьников. Но здесь не только золото. Олова следа не найдешь. Олово сюда, вероятно, привозили жители. Вероятно. Ну что ж. Наверняка. У осажденных было олово. Только немного. Нина Сергеевна ошиблась. Олова им не хватало. Да-да. Ну что ж, товарищи, мне остается просить у вас извинения за свою гипотезу, которая оказалась пустой фантазией. Но тогда... Никаких «но», Дамир. Оловянного рудника здесь быть не может. Да вы не волнуйтесь. Наш брат-геолог тоже ошибается на каждом шагу. По верхним слоям я сразу понял, что никакого олова здесь ждать не приходится. Что же вы сразу руки опускаете? Подождем результатов анализа. Посмотрим, что нам дали сегодняшние находки. Пойдемте, товарищи. Русские буквы? А может быть, латинские? Б и С. Нет, это русские буквы. Но что они обозначают? ВС. ВС. Восток. Веди. Возле. Возле сокровища. Да ну, кто ж так напишет? Постойте-ка, ребята. Мне Алия рассказывала про Веру Соколову. Может, это ее инициал? Стрелка показывает направо. Пошли. Нина Ханум! Нина Ханум! Вот вам телеграмма. Спасибо. Очень странно. Что? Анализ показал, что наконечники стрел содержат свыше 20% золота.
Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ого, метров 30. А больше дороги нет. И вторая стрелка указывала сюда. Что ж, ясно. У Соколовой была веревка. Она спустилась туда и все. А мы пошли на такой поиск без ничего. И когда ж тут было брать, если ноет, мамочка? Значит, во всех наконечниках стрел, по-вашему, есть этот проклятый металл? Вероятно, в тех из них, которые изготовлялись в конце осады. 1000 стрел выпускались каждый день, и ни одна не возвращалась. Представляете? Весь металл на исходе. И пошли в переплавку с последней медью золотые кубки, ритуальные чаши, украшения женщин. Все. Да-да, трагические события. Трагедия была, но не совсем такая, как описал нам Дамир. Очень интересно. А какая? Уж вы-то мастер на гипотезы, Нина Сергеевна. Неясно, почему же только золото и совсем нет серебра. Ведь наверняка серебра у защитников крепости было больше. И потом один наконечник весит около 200 граммов. Стало быть, каждая выпущенная из крепости стрела уносила с собой по 40 граммов чистого золота. Значит, 100 стрел. 4 килограмма, а 1000? Вот это я и хотела сказать. Столько золотой посуды и украшений в те времена не было даже в богатом Хорезме. Ну так что же? Тогда выходит, они здесь добывали металл? Нет, конечно. Но откуда же? Очевидно, в крепости были запасы. Как в банке, по-вашему. А я вот думаю, добывали. Я даже убежден в этом. И где же помещается этот клондайк? В пещере? Весьма далекой от всякого признака меловых пород. Почему? Ведь мы же видим в пещере какие-то кварцевые жилы. У доктора Каримова во всем свой стиль. Я молчу. Сдаюсь. Обед, пойдемте. Не будем сердить Вайшу-ханум. Во всяком случае, мы не уедем отсюда, пока не изучим всю пещеру и ее окрестности. Прекрасно. Мне только придется сообщить дирекции, что цель нашей экспедиции несколько изменилась. И мы ведем работу совсем не в том направлении, в котором предполагалось первоначально. Так, Батыржан? Вы просто по службе обязаны это сделать, Саид Саидович. Здравствуйте, ваша хвала. Здравствуй, сынок, пожалуйста. Шавкат не приходил? Нет. А Ира? Вечно они к обеду опаздывают. Бегают там в развалинах. Вы знаете, зачем я взял сюда сына? Лечить от излишнего техницизма. Да, представьте. Читает, способен мечтать. Но главное для него химия, физика. Хочет стать атомником. Ну, это замечательно. Я согласен с вами. Но хороший физик должен любить природу. Не только по формулам, это уродство. Вот я и подумал. Эти горы развалины, а тут еще ваша Ирина и этот паренек, внук Мансура. Все это вместе может расширить его интерес. Тонко задумано. Прошу вас. Спасибо. Что, устали? А еще хотят найти следы Соколовой. Вставайте, прямо пойдем. По-моему, надо идти налево. Нет, знак показывает прямо. Идем.
Мансур! 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 Да, хозяин. Что ты прячешься, дурак? Как же не прятаться? Мухаммед Бек везде рычит красные. Да ты не бойся, Мансур, я тебя спасу. Вы? Но вас самого ищут. Ничего. Слушай, в Бургут-Кала пришла русская баба из Петрограда. Она ученая. Будет что-то искать в горах. У нее мандат. Бумажка от ташкентских властей. Меня она взяла проводником. Теперь мне нечего опасаться. Я как большевик. Понял? Со мной наши, Хаким и Исмаил. Мне еще рабочие нужны. Может быть, мне тебя взять? Возьми, пожалуйста. Рабом был у твоего отца. Буду твоим до конца дней. Возьми. А? Ладно. Но поклянись на Коране. Поклянись! 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 Я не согласен с вами, Саид Саидович. Искать золото лично для себя никто не пойдет. Эх, дорогой, вы не пойдете, да никто из нас не пойдет. А вот вы попробуйте пустите слух, что золото мы ищем здесь, а не железки. Да ваши собственные проводники первыми начнут копать по ночам, а за ними и весь кишлак. Что ни говорите, золото все еще имеет власть над людьми. Жажда богатства? Какое богатство? Куда золото денешь? В Госбанк не понесешь? Правда, куда? А зачем его куда-то нести? Человек так устроен, что ему приятно уже одно сознание того, что у него есть богатство. У тебя есть на сберкнижке деньги? Есть. Сколько? 320 рублей. Я коплю на... Совершенно неважно на что. Вот эта червоточина есть в любом человеке. Обязательно есть. А я, собственно, не понимаю, зачем богатство. Или, как вы сказали, сознание богатства. Я мотоцикл хочу купить. Вот-вот. Одному мотоцикл, другому... Да нет, нет. Ведь речь идет о другом. В нашем городе один оборванный грязный человек лет 9 нищенствовал. Он умер. Пришли к нему в дом. И когда все хорошенько осмотрели, нашли столько золотых монет, пол чемодана. Ну, он, конечно, был сумасшедший. Неужели дети залезли в пещеру? Да. Нет до сих пор. Своему я запретил. Где же они могут быть, а? Наверное, гуляют. Вспомните себя в таком возрасте. Пойду пройдусь, может, их и встречу. А он мастер свистеть. Вы знаете, Нина Сергеевна, Саид Саидович утром так свистел. Я удивился. Это был условный свист. Да будет вам. Мансур! Не подходи, я с ружьем. А у меня ничего нет. Все равно я не хочу, чтобы ты меня второй раз убивал. Хотя я не знаю, зачем ты это сделал тогда. Зачем? Я ошибся. Подозревал, что ты хочешь выдать нас красным. Ты не мог этого подозревать. Разве я стал бы выдавать самого себя? А красные, ведь это они спасли меня. Они подобрали меня в ущелье и вылечили.
Меня простили. И с тех пор я живу, как все люди. Под своим именем. Под своим. Все это я знал. Нет, не знал. Когда мы с тобой встретились, ты смотрел на меня, как на призрак. Все ты мне врешь, Бек. Как ты смеешь так говорить со мной? Я говорю, как надо. Не понимаю. Первая стрелка показывала сюда. Может, заблудились? Ира, смотри. Фонарь садится. Неужели кончается батарея? Тогда мы... Не паникуй! А ты повежливый, понятно? Ну что вы, мальчики, пусть перестанет воображать. Ладно, выйдем наверх и разберемся. Пошли сюда. А где же знак? Сейчас найдем. Ой, что это? И духи же здесь. Почему вы убили Хакима Исмаила? Их тела тоже нашли. Почему? А что ты сделал с Верой Петровной? А? Расправился? Почему молчишь? Отвечай! Убил? Вера Петровна. А я знаю, что вы нашли здесь. Это древний рудник. Непростой песок. Золотоносный. Огромное богатство. Миллионы. Еще ничего не известно. Откуда вы знаете? Кто я? Поздравляю вас, Вера Петровна, и себя тоже. Что брали здесь наши предки? Какие-то крохи. Сюда отходит лишь край меловых отложений. Главное жило там, ниже. В долине, как в Америке, на Юконе. Возможно. Откуда я знаю обо всем этом? Я неграмотный темный горец. Проводник. Я учился на геологическом факультете. За границей. Правда, не окончил. Мой отец вызвал меня домой. Но кое-что я знаю. Мой отец недавно погиб. Он был владельцем многих земель в этих горах. Ах, вот как. Все это теперь принадлежит мне. Понимаю. И недра земли мои. Может, скажете, советская власть, большевики? Вера Петровна, им скоро конец. Мусульмане совместно с англичанами уничтожат их. Скажите, сколько вам платят большевики? Вам нужно только немного помолчать об этом руднике. Вы станете богаты, я осыплю вас драгоценностями. Дорогая, хотите быть моей женой? Я буду вас любить. Или у тебя есть муж? Руки вверх. Руки! С кем ты хочешь бороться? Я знаю, с кем.
Вы арестованы, Мухаммед Бек. Вам понятно? Поверните спиной. Ну! Ступайте вперед. Быстрей! Ну? Что ты молчишь? Отвечай. Что ты с ней сделал? Тоже убил? Это не летучая мышь. Где-то разговаривают люди. И как будто нарочно для нас выбирают словечки пострашнее. Какое-то особенное эхо. Наши старики все давно знают. Здесь в Каньюте есть места, скажешь слово, и его везде слышно. Это называется акустика. Или Дионисиево ухо. Уехала. Я считаю, что мы должны идти на эти голоса. Нет, нет. Ты опять хочешь сделать из меня дурака. Она не уехала. Ты думаешь, я тебе поверю? По-твоему, я совсем ничего не понимаю. А, Бек? Не называй меня так. А как? Тебя называть? Саитака? А, товарищ Джавхари, что ты сделал с Соколовой? Чего ты привязался? Ничего я не делал. Ха, людей убивать это ничего, Бек. Руки вверх. Вы, конечно, расскажете чекистам, Вера Петровна, что целый год укрывали меня. И комбригу Адилу Усатому будет приятно узнать, что я жил под защитой его подписи на мандате. Ну что ж, если знаменитый бандит, почти хан, прислуживал бедной студентке, копал землю, варил плов, он этим показал, что советская власть победила. Запомни, в тюрьме будем вместе. Иди. Хозяин, тихо, дай ружье. Быстрей! 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 Да шевелитесь вы! Не бойтесь, хозяин. Теперь ее никто не найдет. Бек? В чем дело? А где Вера Петровна? О, Бек! Не надо! Не надо, Бек! Бек!
молчишь? Может, хочешь показать, что в тебе заговорила совесть? Ее у тебя не было и нет. Ты на Коране поклялся, а теперь что же? Хочешь выдать меня? Я думаю, клятву, которая скрывает злодея, можно нарушить, даже надо. И я ее нарушу, если ты сам не пойдешь сейчас в крепость и не расскажешь все о себе. Коран, а ты скажи мне, зачем ты это делал? Зачем убивал людей? Ради чего столько грешил? Дурак, ты же сейчас сидишь на сокровищах! Выстрелы! Это там, ребята! Кого-то убивают! Скорей! Бежим! Скорей, скорей! Уйдешь, Бек? Сюда, ребята, сюда! Дедушка! Дедушка! Давай руку! Давай! Вставай, дедушка! Где он? Где он? Убежал. Ловите его! Ловите, Джавхари! Ира! Шавкат! Это мама! Мы здесь! Мама! Мама, мы здесь! В чем дело? Там этот старик сошел с ума. Это он утащил ребят. Я нашел их. Вот происшествие. Куда же вы? Стойте, Саид Саидович! Стой! Стой, тебе говорю! Скорей, Дамир! Мама! Что случилось, Ира? Успокойся, ну. Видели Джавхари? Что с вами, ребята? Джавхари видели? А что? Вот он! Стой! Стойте! Не ходите туда! Там обвал! Обвал! Открыто новое месторождение золота. Неисчислимы сокровища нашей великой страны. Отыскать их предстоит тебе, грядущее поколение. Этому стоит посвятить свою жизнь.